Сегодня соцсети обсуждали задержание Мирославы Бердник в Киеве. И при этом, я тоже, кстати, обсуждал, и при этом как-то краем прошло другое очень важное задержание, о котором сообщил телеканал российский «Россия-24». Я Донецк не обсуждаю, но здесь особый случай, потому что в Донецке задержали диверсанта, завербованного СБУ, который готовил покушение на серьезных людей. В ДНР заявляют, что задержали пособника украинских диверсантов. Им, как сообщается, оказался замдиректора одного из местных заводов. У себя на предприятии он устроил огромный схрон. Там было и оружие, и взрывчатка, и оборудование для изготовления поддельных документов. Ну и, собственно, вот уже экшен. И по оперативным данным, за рулем машины диверсант, работающий на службу безопасности Украины. Операцию по его задержанию тщательно готовили. И тут они уже выдают его имя, фамилию, потом и лицо покажут этого диверсанта. Владелец внедорожника Евгений Бражников, заместитель директора Донецкого энергозавода, завербованный СБУ еще в прошлом году для совершения терактов на территории республики. Ну вот так вот СБУ завербовала, чтобы совершать теракты. Ну и сейчас они покажут склад, собственно, с оружием, схрон. И не поддается замок. Значит, что надо сделать? Там за дверью схрон с оружием, повторю. Надо взорвать замок. За этой металлической дверью и находится оружие. С помощью лома сбить замок не получается. Цинки с патронами, гранатометы, заряды для танковых снарядов. На складе все для совершения диверсий, покушений на первых лиц республики и убийства мирных граждан. Ну так понятно, на то он и диверсант СБУ, чтобы хотеть убить первых лиц государства и побольше мирных граждан. Но вы поняли, да, за дверью оружие. Давай-ка взорвем эту дверь. Обыски прошли и в подвале дома, в котором жил задержанный. Там оперативники нашли оборудование для скрытого видеонаблюдения, десятки поддельных паспортов и удостоверений силовых ведомств как ДНР, так и Украины. Поддельные документы силовых ведомств Украины нужны украинским шпионам для того, чтобы тайно передвигаться по территории Украины. А также флаг запрещенного в России правого сектора. Сейчас Министерство госбезопасности ДНР выясняет, на кого конкретно работал задержанный, какие цели ставили перед ним разведорганы Украины. Какие цели перед ним ставили? Тут надо, конечно, порыть поглубже. Ну, конечно же, вы поняли, я этого человека знаю лично. И у меня сейчас нет доказательств тому, что вот это вот сказанное выше все, это маразм и бред сумасшедшего. Ну, а вы подумайте, вот, допустим, на России-24 выходит репортаж «Шарик гуманоид». Ну, как я смогу доказать обратное? Вот настолько же эти обвинения в том, что он работает, там, диверсанты, какой-то теракты, на СБУ, вот настолько же они нелепы. Но с флагом правого сектора я им помогу. Кстати, вы знаете, вот СБУ тоже, когда на кого-то нападет, то обязательно находит там георгиевскую ленточку. А вот с флагом здесь был флаг, да, я помогу. Вот его страница ВКонтакте. Сейчас помогу. А вот, собственно, и флаг. Это реальная фотография, это реальный флаг. Советую там этим чекистам принюхаться к нему. Принюхаться хорошенько. Благодаря этому человеку, которого уже обвинили, чью фамилию уже назвали, чье имя уже показали, был разоблачен ряд фейков, ряд фальсификаций. Сейчас еще когда я занимался темой Донбасса, в частности, ряд фальсификаций со стороны украинских силовиков. В общем, мы решили пообщаться с его родителями. Бражников Николай Митрофанович. Проживаю в городе Донецке. Сегодня прошел репортаж по России-24, в котором рассказали, что наш сын был задержан МГБ и подозревается в диверсиях, террористических актах. Что он на Украину работал, что он с правого сектора. Да, что он завербованный правым сектором и является здесь агентом, который готовил покушение на первых лиц. У него были изъяты оружие, на заводе были изъяты целый склад боеприпасов. Это все показывали в репортаже. В данный момент, то, что нам вот известно, 29 числа он был задержан сотрудниками МГБ. Сотрудники МГБ прибыли на завод, оцепили полностью завод, людей всех согнали, это со слов всех работников.
Людей всех согнали В в одну комнату, поставили им бутылек воды и сказали, забрали телефон и сказали сидеть, никому не Ждать. рыпаться, ждать. С 8 до 2 часов полностью завод был отдан в руки МГБ, можно сказать, бесконтрольно. Люди не знали, что там происходит, что заводится, что вывозится. Мы туда, мы после нам сообщили, мы прибыли, я когда прибыл туда, там стояла моя машина моей жены, на которой ездил сын. Мы поняли, что там происходит какой-то обыск. После этого нам сообщили, что всех сотрудников вывезли в Куйбышевский райотдел для дачи объяснений и показаний. Как нам сообщили люди, что он являлся начальником службы безопасности завода, замдиректора по безопасности, и что на складах на территории нашли оружие. Но они не видели этого, люди не видели. Но люди говорят, что не видели мы этого оружия. Людей опросили и отпустили. С кем мы смогли поговорить, значит, люди нам рассказали, что только делали опросы в милиции. 1 числа его привезли на завод в наручниках, избитого. Вот. Есть люди, которые могут это подтвердить. Руки были, пальцы Вот. в зеленках, он Да. не мог Потом передвигаться. ему стало плохо. Его завели в какую-то комнатку, там, видно, облили водой и вывели его оттуда. Он вышел весь мокрый, Вот, на завод уже на второй день. избитого. Избитого. Заставляли его там куда-то подниматься, что-то. Он кряхтел, еле двигался, не Да. мог передвигаться. Это со слов работников. Вот. И потом уже потом облили его водой, потому что еще жара стояла, воды, видно, ему не дают. Нас к нему не допускают до сих пор. Мы даже не то, что мы не можем ему ни воды передать, ничего. Мы даже не можем узнать, где он находится. Вот. Они нас все время обманывают, говорят, идите на ИВС, потом ИВС говорит, идите на подвалы МГБ, их там хранят, их там держат. И нам никто ничего не говорит. Это со слов сотрудников, которые там были уже понятыми, которые готовы подтвердить, что сын наш был избитый, когда его привезли, и по фотографиям они показывали. Вот. Они все время требовали от него, чтобы он признался. Пожалуйста, удостоверение Заваги, Ремингтон Заваги 223. Это разрешение. Но у него есть сейчас, это украинское разрешение, он был покуплен в 2011 году. Сейчас незаконно эта снайперская винтовка изъята ночью. Мы сейчас вам расскажем этот эпизод. Потом вот американская винтовка малокалиберная, тоже со снайперским прицелом. Вот у него все МВД разрешения. Вот. Покажи вот тут, Да. вот это вот. Вот, пожалуйста. Разрешение газовый пистолет. Это на ружье, на охотничье ружье, на ТОС. Так же, как они показывают флаг правого сектора, который они у него изъяли. Он на унитаз смеется над этим. Выставляет это в социальные сети. Вот для чего ему нужен был этот флаг. А теперь этот флаг ему приписывают, что он сотрудничал с правым сектором. Он задержан 29-го, сегодня вот уже 17-е вот уже почти число. Адвоката не допускают, нас не допускают, передачи не принимают Ответы к нему. нам не дают. Вот, ответы никакие не дают. Ну понятно, что там 30 суток еще рано как бы дать, но могли бы, чтобы хотя бы воды там ему и лекарства, потому что он инвалид 3-й группы, просили мы, чтобы лекарства ему передать, ничего не разрешают. Вот. А теперь сегодня у меня слов нет даже. Дальше происходить стали еще более интересные факты. Гараж, который он снимает в гаражном кооперативе здесь у нас, который находится, я случайно заехал в 2 часа без 22, это какой был день? Без 22, и увидел, что с его гаража, возле его гаража стоит автомобиль и открытые ворота. Я начал бежать и Это начал было снимать. 10.08. Это было 10.08. Я начал снимать это на видео. Водитель
срочно посигналил, В военной выскочил в форме. военной форме человек, замкнул гараж, и они на парах улетели. У нас все записано, и есть свидетели. Была вызвана оперативная группа, которая зафиксировала этот факт. Алла! Подойдите, пожалуйста, сюда. А тут сейчас только что вскрывали гараж незаконно. А я не знаю, машина подъехала, вот я снимал. Вот. Они даже замок не закрыли. Да ладно. Да, я вам серьезно говорю. Я председатель, знаете, да? Да. А где замок? Не знаю, этот посигналил, он меня увидел, что я бегу. Я начал снимать, вот я на видео снимаю. А где кто? Уже скрыли? Они убежали, да, он прыгнул в машину, да, вскрыли замок, второй замок не повесили, не успел, потому что тут посигналил. Вот я на видео, вот человек видел. Они стали приходить, я смотрю, у меня на работе стали появляться, потому что у него вся связка ключей, которая была от всех, квартир, гаражей, машин, они все изъяли. Еще один интересный факт. У него была машина, автомобиль Golf 4, которая была куплена еще в 2012 году. Но она была безномерная. Но это не запрещено законом, это официальный техпаспорт на нее был выписан. Перед этим событием, где-то за месяц, у него забрали эту машину на экспертизу. Говорят, что это, мол, незаконно, ты ездишь автомобиль. И точно так же, когда вот произошли эти события, они приехали на обыски на этом автомобиле. То есть ключ, у нас есть фотографии сфотографированы. То есть ключ от автомобиля тоже был передан в Куйбышевский райотдел. И следователь сказал, он находится по статье по конфискации, поэтому мы имеем право ездить на этом автомобиле, и мы его забираем в пользу Вот ДНР. смотрите, были все сняты, вот смотрите, я не знаю, как там видно или нет, здесь сняты все пломбы с автомобиля, вот у меня здесь, я подходила, фотографировала этот автомобиль. Которые они прибыли. Вот, они прибыли. Вот номер этого автомобиля с киевскими номерами, и поэтому они, наверное, считают, что он работает на Украину, диверсант. Там написано в этом самом, в техническом паспорте, что он безномерной, БН. То есть это не запрещено было законом. И потом вдруг появляется следователь на этом автомобиле. То есть ключи уже гуляют все. Я обратилась к следователю. Это тогда, когда они делали у него обыск в его мастерской. Думаю, что эту ситуацию можно охарактеризовать, что хотят найти сейчас охота за ведьмами, хотят найти, пропиариться, получить погоны, звезды, получить благодарности о поимке. Сейчас идет любые доказательства, для них это маленькие зацепки, это для них это хорошо. Сейчас все звонят и беспокоятся. Все просто в шоке, когда Женю показали. У него были эти снайперские винтовки, и ему это не запрещалось. А сейчас делают, что он готовил на первых руководителей теракты хотел совершать. Теперь ему говорят, что у него связь, он получает, да, он сдает эту квартиру в аренду, ему платят за эту квартиру. Приходят деньги на карточку, это все можно проверить. Они думают, что он получает эти деньги за террористические акты. Все это чушь. 12 тысяч гривен в месяц ему платят. А мы какие налоги сюда платим? Разве это не считается? Изъяты все документы, даже изъяты на имущество, оригиналы, техпаспорта на квартиры, там, на кафе, которое мы ему подарили. И чтобы дали опровержение. Почему еще не было суда, но его уже обвинили в каких-то преступлениях, в каких-то несуразных преступлениях. Сегодня не 37-й год. Хотя многие уже сомневаются. И люди уже начинают разувериваться. Поэтому вы, пожалуйста, поддержите и разберитесь, товарищи руководители, почему мы отдали здоровье, почему мы отдали деньги, свое время. Разве это можно делать? Разве можно непроверенным фактам и передавать на центральные каналы? Ну, я не знаю, и, наверное, можно, хотя я предвкушаю, что будут комментарии, там разберутся, или там просто так никого не задерживают, дыма без огня не бывает. Знаете, я это уже читал много раз, но вы даже представить себе не можете где.
С уважением к моим зрителям, имеющим мозг. Пока.